Всех приветствую. Так, режем яблоки для сушки. Резать яблоки можно ножом. Можно использовать насадку, резак. Купил я его в Алиэкспресс. И можно использовать насадку. Я ее купил в простом магазине. Не знаю, откуда они ее привезли. Рассмотрим теперь подробно, как лучше сушить яблоки. Самый простой вариант. Берем и режем. Это вы все знаете, мы это все проходили. Останавливаться на этом не буду. Что мы получаем? Яблочные сухофрукты сушатся очень быстро, пару часов. Так, это противень от сушилки Дачник 4. Сушится очень быстро, качество отличнейшее. Сушится все достаточно очень быстро. Следующий вариант, крайность. Режем специальной насадкой. Режет на такие вот секции кусочками. Сохнет очень долго. То есть практически, если в первом случае яблоки высохли вот за 2-3 часа, эти пролежали часов 6, так мягкими и остались. Сейчас покажу. Берем яблоко. Режет очень хорошо. Быстро, качественно. Недостаток. Очень крупные кусочки. То есть, чтобы их усовершенствовать, их необходимо еще разрезать. То есть, самый лучший вариант. Тогда они будут сохнуть быстрее. И вид у сухофруктов будет лучше, чем у таких кусочков. Ну, опять же, это трудозатраты. Проще сразу нарезать все ножом. Следующий вариант. Такая же насадка, только расстояние между ножами меньше. То есть дольки получаются тоньше. В этом случае у нас 8 ножей, в этом случае у нас 12 ножей. Рассматриваем, где 12 ножей. То есть расстояние меньше. Сохнут они, конечно, быстрее. Но опять же есть еще и мягкие. То есть на 12 ножей предпочтительней. То есть опять же вырезается сердцевина. То есть делаем выводы. Или используем насадку на 12 ножей, или используем обыкновенный нож. Если мы используем насадку на 12 ножей, у нас изделия получаются более красивые и без сердцевины. Если мы используем простой нож, получаются обыкновенные сухофрукты. Но сохнут они, конечно, быстрее. Затраты энергии практически нулевые. Всех благодарю за внимание.